Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Свое видео я начинаю с завтрака. Вот пока завтрак готовился, раскрашивала круг жизни. Захотелось себе сделать из овсяной муки блин, потому что у меня за долгое время, что я там все напекла, уже запасы подзакончились. Нет, есть пирожки с капустой, немножко, пару штучек. Еще есть блины с мясом, но я точно не хочу. Вот. Поэтому хлеб я так и не поставила. Хочется чего-нибудь эдакого. Сделаю себе овсяный блин. Ну а сейчас буду мыть посуду, текущую посуду, то есть там, где я варила кашу, кастрюлька, пиалка, ложки, вилки. Вот, а еще несколько чашек я хочу основательно помыть, потому что я люблю крепкий чай, крепкий кофе, и, соответственно, периодически нужно мыть прям очень основательно. Чем я сегодня и займусь. У меня вообще глобальные планы на уборку на несколько дней. Перемыть всю посуду к весне, то есть, потому что к зиме я перемывала все шкафчики, все отодвигала. Хотела, конечно, перемыть посуду, но не успела до отъезда в Питер, поэтому к весне. Ну, мы так всегда в семье и делали. То есть к зиме, к весне вот такие были прям глобальные уборки. Поэтому получается, что к весне будет помывка посуды. То есть в серванте, плюс на антресоле, где лежит посуда у меня еще на балконе, там в одном из контейнеров. Когда делала ремонт, вот уже после, поскольку я там и стенку выбросила советскую, ну точнее как, продала, места стало меньше, а честно, я столько сил потратила на ремонт, так как все делала именно сама, своими руками, там и плиткой и тому подобное, то у меня уже физически просто сил не осталось на то, чтобы там прям все основательно продумывать, куда что положить. Поэтому часть посуды, она и лежала на антресоле в коридоре, а что-то я положила на балконе. У меня вот икеевские стеллажи с контейнерами. Там кое-что лежит. Ну а теперь пришло время все уже разложить как положено. Сделать некоторые перестановки. Ну и до отъезда в Питер я начала этим заниматься. Поэтому сейчас к весне, думаю, будут обновления. Ну, впоследствии еще что-то изменится, потому что я хочу там еще есть кое-какие вещи на Авито выставить, которые мне не нужны и которые занимают место. Ну, все это потихоньку в процессе. Главное, что я к этому готова, потому что я думала, сначала все разложу и потом довольно быстро от чего-то избавлюсь, ну и так далее. Но это затянулось на несколько лет. Но я считаю, что нужно все делать с желанием, когда ты к этому готов. Вот блюдца и вот эта желтая миска, на них оказалась ржавчина. Там вот сушилка из Леруа Мерлен, она оказалась не очень качественная. И поэтому антижир не взял данные пятнышки. Я взяла из Fix Price, которая антиржавчина. Ну, потихоньку с нескольких раз смотрю, отходит. Я думаю, что просто пиалкой я пользуюсь довольно часто, и, может быть, вот края как-то повреждены, хотя вроде все гладко, ну и вот ржавчина въелась. Но она отмоется. А блюдце с виду тоже вроде гладкое. Но у меня еще на антресоле лежит второе такое. Там тоже, кстати, пятно, и это уже, видимо, от чая. Ну, вот эта чашка, блюдце, это явно Китай, поэтому не мудрено. А так все остальное промываю с антижиром. Иногда, знаете, вот все равно стоит и пылится, и, не знаю,
бывает так, что вроде все не жирное, не липкое, гладкое, беленькое. Антижиром смазала, и все. И видно уже вот эти все желтые, те самые пятна. Я прошу прощения за голос, он у меня подсел, потому что я озвучиваю видео, и мы уже позанимались с ученицей, давно не виделись, поэтому, конечно же, много чего обсудили. И да, голос у меня подсел. Не, ну я, видимо, еще меня продуло, как мне кажется, потому что так-то я могу болтать в меру своей профессии очень-очень много, и я контролирую свой голос, я его даже могу менять, как мне хочется, поэтому тут, конечно, дело больше в простуде. Это я уже чувствую это и по спине, по всей правой стороне. В общем, вот эта стопка тарелок, она у меня стоит в икеевском шкафчике в серванте, который тут вот в коридоре. То есть это посуда, которой я регулярно пользуюсь. Но кое-что я вытащила из запасов до отъезда в Питер, поэтому не все еще помыла, не всем воспользовалась, кстати. Сейчас я здесь все перемою. Прохожусь в очередной раз с этими блюдцами и пиалкой, где ржавчина. Ну, все отмылось, в принципе. Заодно хотя бы смотрю, какая посуда есть. Вот еще тарелки, это там из фикс-прайса разные с принтами. Потому что я уже многое забыла, что у меня есть. А мне очень нравится посуда, и я еще хочу все так разложить, чтобы было удобно пользоваться. Мало того, что я сама люблю красиво накрывать на стол, плюс я снимаю видео, и хочется, чтобы в кадре всегда было какое-то разнообразие. Плюс у меня будет, ну так, планируется несколько мероприятий, и я так уже думаю, каким образом, какую посуду поставлю. Ну, вроде одну хочется и другую хочется. Ну, значит, поскольку два мероприятия, наверное, две разные сервировки будут. Ну, посмотрим. Не то, что ничего особенного, но просто чего-нибудь такого хочется. Вытираю, потому что сейчас будет еще посуда принесу, так что нужно место. Так, и еще достаю тут вот разные серии фикс-прайсовские. Тоже все в удобном порядке раскладываю. Таким же образом помыла кружки, естественно, не все, только часть. Вообще у меня кружек очень много, но я имею в виду сейчас про вот икеевский шкаф, где у меня стоит посуда, которой я пользуюсь ежедневно. Я очень довольна, вот это средство просто отлично справилось. И кофе, и чай, просто супер. Тут, видите, у меня и для чайных пакетиков такая кружка, и сбоку можно чайный пакетик класть. Провела занятия, классно позанимались. Ну, я рада, наконец-то после новогодних праздников возобновились занятия, потому что то я была в Питере, то еще там, короче, у ученицы было много работы. Ну, чуть позже, конечно, у нас еще будет некоторый такой простой, потому что кто во Францию, кто в Турцию, кто в Израиль, но потом все возобновится. Так что вот. Да, елочка стоит, не разбираю. Ну, потом, вдвоем будет разбирать веселей просто. Но я ее даже не зажигаю, у меня как-то лень. Ну, в принципе, у меня здесь все в этих самых гирляндах, поэтому как-то так. Села есть суп куриный. Сегодня, кстати, так мы с ученицей обсуждали калории и многое другое. Ну, могу вам, кому интересно, в общем, потом в следующем, может быть, влоге рассказать. Вспоминаю, какая у меня вообще посуда есть. Вот, например, 2 шикарных блюда, но они безумно тяжелые. Потом вот
вот это стеклянные всякие тарелки, и более глубокие, и менее глубокие. Плюс вот я часто пользуюсь одним блюдом, оно такое советское. Оказалось, у меня их два, что тоже классно. Сейчас пошла в магазин, расплатилась на кассе. У меня там мороженка была в покупках. Я тут же нажала в приложении вот включить розетку, у меня к ней подключена кофеварка. Думаю, сейчас приду, и пока разденусь, кофеек будет готов. Ну, соответственно, раздеться-то я разделась, подошла взять чашку кофе и обнаружила, что это, конечно, удобно, но когда не забываешь кофе положить в кофеварку. А у меня вечернее кофепитие с мороженкой. Кофе, конечно, говорят, на ночь не полезно, но для меня нормально. Да и потом много чего говорят, всего лишь мифы. Вот, например, мороженка тоже самое оно. Ну, во-первых, я за день набрала всего 500 калорий, съела в смысле, а сейчас 8:30. Так что лишние 120 калорий это вообще ни разу не страшно. Да и вообще, когда калории подсчитываешь, можно есть все что угодно. Продолжается тут безумие с посудой, но я зато, вон, видите, нашла маленькие такие пиалки. Удобно, когда что-то готовишь, снимаешь видео, потому что у меня их было... Ну, я точно знала, что у меня их больше, куда убрала, не знала. В общем, все перемываю. А то, что лежало на антресолях, я перемыла, теперь нужно там с балкона. Точнее, вру, еще не все перемыла, вот сбоку 2 блюда, и потом вот эти икеевские разделители надо помыть, вообще здесь все протереть. У меня еще вот тут лежит посуда, я с ней буду тоже завтра помою. Ну, понятное дело, что вот здесь немножко лежит. И, кстати, орхидея зацвела. Декабрист. Ну и потом надо еще перемыть в серванте посуду и расставить ее как положено. Я уже объясняла, что когда я делала ремонт, я потом просто все везде распихивала. В прошлом видео я показывала, что потестировала шампунь и бальзам для волос. Ну, шампунь банановый с Wildberries и из Fix Price бальзам. Вы знаете, сегодня у меня волосы прям от них током. Просто била. Короче, что-то мне это не понравилось. Абсолютно. Так что, скорее всего, и бальзам покупку не повторю, и даже не уверена, что используешь все это по назначению. Попробую еще разок, а там посмотрим. Но вообще мне не понравилось. Ну и, наконец-то, дошли руки снять с сушилки белье, и сейчас отнесу его на свои места. И как раз вот у меня здесь нитки, всякая пряжа лежит, которая тоже надо найти место, которая в шкафу. Места не нашлось. Я, кажется, придумала, как я все это сделаю. Тоже постараюсь в ближайшее время этим заняться, потому что я не люблю, когда вот так все валяется. Ну, будут, короче, всякие разные перестановки. Потом в процессе увидите, так как рассказывать это долго. На улице очень красиво, но я, когда снимала белье, на балконе по крыше прям так основательно капало, то есть все-таки, видимо, тает все. Но я рада, что в любом случае снег, и при этом комфортно на улице. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Всем пока-пока.